сегодняшнем видео еще раз разберем стабилизатор тока. Сегодня мы разберем, наверное, самую простую схему стабилизатора тока, где будет задействовано всего две детали. И первая деталь – это микросхема LM317. Я думаю, эту микросхему знают все, и я думаю, многие ее использовали. Но использовали чаще всего как стабилизатор напряжения. Но оказывается, что ее можно использовать и как стабилизатор тока. И схема очень-очень простая. Я сейчас ее покажу, а потом мы более подробно ее разберем. Она состоит всего лишь из двух деталей. Сама эта микросхема и резистор. И вот сейчас мы его соберем. Да, маленькое отступление. Кто не бывал на моем телеграм-канале, ссылку найдете ниже под видео. Телеграм-канал называется «Азбука радиосхем». И вот теперь дело подошло к самим экспериментам. Я сейчас соберу вот эту вот схему. На блоке питания я заранее выставлю большое напряжение. Да, вы меня уже не раз спрашивали об этом блоке питания. Я также говорил, где его покупал, давал ссылки. И как я и говорил вам, схема настолько простая. Видите, я воткнул просто наш резистор между его центральной ножкой и левой ножкой. Получается, вот оно все на схеме здесь нарисовано. Ножка управления, ножка выхода и ножка входного напряжения. На входной мы подойдем с блока питания напряжения вот сюда, V-in. И на вот этом вот резисторе мы будем снимать наш ток, который застабилизирован. Я сразу же подам эти 20 вольт на блок питания и подключу 3-вольтовый светодиод. И посмотрим, как это все проявится. Как вы поняли из схемы, минусовой провод сейчас здесь не участвует. Он просто подключается напрямую к нагрузке. А вот плюсовой я подаю на V-in, на правую ножку LM-ки. И на выходе мы получаем ток. Вот здесь сейчас, если я замкну, то ток короткого замыкания как раз будет тот максимальный, который может передать микросхема при данном резисторе, который будет это все ограничивать. И вот смотрите, мой прибор показывает на блок питания, видите, 12 миллиампер тока, ну прыгает 11-12 миллиампер. Я беру светодиод, а напряжение здесь вот сейчас, давайте я померяю вольтметром. Как видите на вольтметре напряжение чуть меньше 20 вольт. Отключаю светодиод. Кто не помнит, длинный вывод это плюс, короткий это минус. Я сразу параллельно подключил вольтметр, чтобы мы увидели. И смотрите, светодиод зажегся. Я надеюсь, видно, что он горит и показывает 2,2 вольта наш вольтметр. Как бы светодиод застабилизировал это напряжение. И вот наш ток 14 миллиампер. Я сейчас подключу, чтобы можно было регулировать на вольтметре напряжение. И посмотрим, как будет меняться ток. И вот наше напряжение примерно 2,2 вольта. Светодиод светится. Это я буду менять напряжение на входе нашего стабилизатора. Смотрите, я его уменьшаю, а ток все время держится 14 миллиампер. Здесь, конечно, небольшая погрешность, прыгает последняя цифра туда-сюда. Конечно же, нужно учитывать допуски вот этого прибора измерительного. Давайте я буду дальше опускать. 5 вольт на входе, те же 15 миллиампер, 4. И вот при 4 вольтах стабилизация перестала работать. Можно даже более точно попробовать. Вот смотрите, от 4,5 вольт уже начинает работать стабилизация. И теперь я сейчас заменю резистор, и у нас увеличится ток сразу же, как вы считаете, во сколько раз? В 100 раз. Был ток примерно 14 миллиампер, а станет. Давайте сейчас это все проверим. Конечно, если использовать уже такие мощные токи, то и такие провода здесь уже нужно заменить на более толстые. Но у меня сейчас под рукой нету. И давайте теперь проверим ток короткого замыкания. Включаю блок питания. Смотрите, ток короткого замыкания. У меня сейчас выставлено на блоке питания ток 5 ампер. А ток, который стабилизирует кренка, получается 1,2 ампера. Давайте я буду увеличивать.
ток примерно остается тот же. Конечно, если сейчас подключу на выход вот этот светодиод, он, как вы понимаете, моментально сгорит. И вот при помощи такой простой схемы и вот этой простой формулы вы можете себе рассчитать нужный вам ток. Ну, конечно, максимально, который выдерживает эта кренка, это 1,5 ампера. Поэтому это нужно учитывать. И вот рекомендуемые резисторы, это взято из даташита, от 0,8 Ом и до 120 Ом. Подставляете в формулу, рассчитываете ток и получаете нужные параметры вам. Теперь помните, как я и говорил, я упомянул, что в этой схеме есть также недостатки. Давайте я ее поставлю сюда поближе и давайте посмотрим, какой же основной недостаток этой схемы. Видите, сюда заходит плюсовой вывод и отсюда выходит. Получается, ток протекает через саму деталь, которая стоит на радиаторе, и он ее охлаждает. И также стоит здесь резистор. Вот у меня здесь сейчас мощный резистор, и он, как вы понимаете, греется. И если мне сюда поставить, как здесь в схеме нарисован, переменный резистор, то он должен быть довольно большой и, как правило, проволочный, чтобы он мог выдерживать эту мощность. И получается, если вам нужно регулировать ток, то это неудобно, потому что резистор будет громоздкий и он будет греться. А если будет греться, то понятно, что параметры уже будут отклоняться. Но в этой схеме есть довольно простое решение. Добавив всего лишь несколько простых деталей, можно это все решить. Если вам это интересно, пишите ниже в комментариях, ставьте лайки, и я обязательно сделаю продолжение. Это все, схему эту я когда-то видел в интернете, и мы ее испытаем и посмотрим, как она работает. Чтобы, допустим, стоял обыкновенный резистор, который мы часто используем, допустим, вот такого плана, а даже можно и меньше, и мы могли там получать нормальные токи. Понятно, что если мы поставим вот этот резистор вместо вот этого, он обязательно на больших токах сгорит, и работать схема не будет. Так вот, как это все решить, я вам расскажу, если, конечно, вас это интересует. Жду ваших ответов. Надеюсь, что это видео вам поможет разобраться в этой детали более подробно и использовать ее для своих задач. Как я и говорил, жду на своем телеграм-канале. А на этом всем пока.